Что, если обезьяны захватят мир? Один из вопросов, которым дети часто ставят в тупик родителей, звучит так. Почему современные обезьяны не развиваются дальше и не становятся новыми людьми? Малышам сложно понять механизм работы эволюции, да и немногие взрослые могут четко сформулировать ответ на этот вопрос. Казалось бы, что может быть проще. Еще со школы мы помним, что человек произошел от обезьяны. Так почему бы современным приматам не эволюционировать дальше, образовав новый вид человека? Ведь известно, что на Земле в одно время проживали и кроманьонцы, и неандертальцы, и недавно обнаруженные денисовцы, и еще множество самых разных типов людей. Постепенно в конкурентной борьбе кроманьонцы уничтожили своих конкурентов или породнились с ними. Что же мешает нашим ближайшим родственникам начать борьбу за свое господство на Земле? В первую очередь стоит осознать, что эволюция видов – очень длительный процесс. Известно, что предки современных людей и их ближайших родственников, шимпанзе и бонобо, разошлись в развитии около 5 миллионов лет назад. Прочие приматы стали отдельными ветвями эволюции еще раньше. Причем за этот период появилось по несколько различных подвидов как людей, так и каждого вида обезьян. Также не стоит забывать, что главным фактором эволюционных скачков является изменение условий существования вида. В процессе расселения по планете группа наших общих предков была вынуждена перейти на хождение на двух конечностях, лишилась волос на теле, а главное, для выживания им потребовался более крупный и развитый мозг. Возможно, в недалеком будущем группе теперешних обезьян придется столкнуться со схожими проблемами, и мы получим нового конкурента за господство на планете. При теперешних условиях жизни диких обезьян они не способны к резкому скачку в своем развитии, и деятельность людей активно сокращает численность обезьян, живущих на планете. Поэтому объединить приматов в борьбе за власть над планетой смогут только те особи, интеллект которых искусственно повышается учеными в ходе различных экспериментов. Подобный вариант развития событий взят за основу сюжета голливудской франшизы «Планета обезьян». Там группа более развитых приматов провоцирует восстание обезьян и заставляет человеческую цивилизацию уступить лидерство на планете. Теоретически, такими обезьяньими лидерами могут стать приматы с внедренными в мозг имплантатами или так называемые трансгенные обезьяны с искусственно внедренными человеческими генами. Попав в районы, густонаселенные обезьянами, они смогли бы организовать человекообразных приматов, многие из которых уже сейчас близки по развитию к детям или даже к людям каменного века. Разным видам приматов свойственны особенности, которые могут помочь им успешно противостоять людям в борьбе за место под солнцем. Все крупные обезьяны значительно сильнее, ловчее и агрессивнее человека. Они способны передвигаться по деревьям, крышам и искусственным конструкциям. Это даст им возможность незаметно перемещаться, проводить разведку и нападать сверху. Шимпанзе и их младшие собратья бонобо отличаются высоким интеллектом и даже могут освоить общение при помощи языка жестов. Кроме того, они способны решать несложные логические задачи, создавать простейшие инструменты и приспособления, пользоваться палками и камнями как оружием. Эти обезьяны способны объединяться в организованные группы и нападать на соседей. В дикой природе поход нескольких подростков на территорию соседней стаи для драки или даже убийства и поедания врагов – нормальное явление. Основной ударной силой обезьяньей армии могут стать гориллы. У них огромная физическая сила и живучесть. Не менее опасными врагами могли бы стать орангутаны. Несмотря на их более далекое родство с человеком, они способны производить достаточно тонкие инструменты, например, рыболовные крючки. Если этих гигантов вооружить хотя бы копьями и простейшими доспехами, то люди без огнестрельного оружия вряд ли смогут устоять против них в серьезной драке. А если кто-то из них станет настолько умным, что освоит людские военные технологии или хотя бы научится пользоваться стрелковым вооружением, то будет крайне сложно предсказать исход подобного противостояния. Наиболее опасными для людей районами в случае конфликта с поумневшими младшими братьями станут районы, где обезьяны живут в природе в большом количестве,
Это экваториальная Африка, Юго-Восточная Азия и Южная Америка. Но и жителям более северных территорий расслабляться не следует. Поток мигрантов из зон конфликта создаст им множество проблем, от нехватки пищи до вооруженных конфликтов за ресурсы. Все описанные варианты пока что больше относятся к фантастике, чем к реально возможным сюжетам, и в данный момент не наблюдается предпосылок для их осуществления. Но еще несколько десятков лет назад в городе Сильвер-Спринг в Соединенных Штатах могли возникнуть условия для появления популяции умных обезьян. В местном институте проводились опыты над группой макак, призванные помочь людям с нарушениями двигательной активности. Обезьянам удаляли спинальный ганглий, который отвечает за подачу сигналов от мозга к конечностям. При этом животных морили голодом и подвергали воздействию тока, чтобы заставить заново научиться двигать лапами без сигналов от мозга. Эти исследования существенно помогли в разработке методик по реабилитации людей, парализованных в результате инсульта и прочих заболеваний. Защитники прав животных добились признания методов ученых негуманными и требовали отпустить на волю группу из 17 подопытных макак. После длительного судебного разбирательства эксперименты были прекращены, но обезьян пришлось усыпить, поскольку воздействие на их мозг было необратимым и не позволяло им жить самостоятельно. Сейчас на Земле есть несколько мест, где люди вынуждены противостоять обезьянам. Причем это противостояние не всегда складывается в их пользу. Одной из самых известных горячих точек является город Лапбури в Таиланде. Туристы со всего света специально ехали туда, чтобы посмотреть на местных обезьян. Город с населением 50 тысяч человек буквально наводнен макаками-крабоедами, их там около 8 тысяч особей. Обезьяны слишком привыкли к тому, что люди приносят им еду, и нахально и даже агрессивно требуют или отнимают у туристов угощения. Местные макаки даже пристрастились к фастфуду и прочей неполезной еде, совершенно не обращая внимания на привычные местные фрукты и овощи. Кроме того, без необходимости постоянно добывать еду, обезьяны обленились. Интерес у них вызывает только желание размножаться, увеличивая и так сильно разросшуюся популяцию. С наступлением пандемии коронавируса иссяк поток туристов. Еды стало намного меньше. Это сделало макак агрессивными и заставило нападать на местных жителей для получения пищи. При этом обезьяны могут нанести людям серьезные травмы. Сейчас огромная обезьянья стая захватила кинотеатр в центре города и оккупировала несколько прилегающих кварталов. Полиция была вынуждена оцепить район и не пускает людей за периметр. Добавляет сложности ситуации постоянная вражда между отдельными группами обезьян за контроль над районом. Изнеженные городские макаки постоянно подвергаются нападениям со стороны более здоровых и злых собратьев, приходящих из окрестных джунглей. Как видно, поведение наших ближайших родственников в отношении своих собратьев не сильно отличается от действий людей. Во все времена люди враждовали с соседями и старались уничтожить или подчинить себе чужаков. Поэтому даже в случае захвата мира обезьянами общество не станет цивилизованнее и гуманнее. Стоит задуматься, а настолько ли сильно мы обогнали обезьян в своем эволюционном развитии?